Всем привет! Сегодня интересная тема, что делать с магическим подкладом. И эта тема, в общем-то, навеяна или преподнесена для того, чтобы была в комментариях вопрос. Вопрос мы разберем чуть-чуть попозже, немного спустя времени. Наберитесь терпения. В первую очередь предисловие. По-прежнему вы можете задать в комментарии вопрос свой. И если вопрос интересен и достоин того, чтобы его рассмотреть, я готов снять вот такие видео или в прямом эфире, или в записи. Но также вы можете получить этот ответ конфиденциально, то есть так, чтобы лично вам ответ. Для этого нужно очень просто по ссылке в описании зайти на Patreon, выбрать пакет ваш вопрос и получить вопрос на ответ, подписаться на пакет, таким образом меня поддержать, а я, соответственно, сделаю для вас эту запись. Или. Во всяком случае, в любом случае, если вы зайдете на Patreon, вы найдете очень много чего интересного в закрытом доступе. Может, для себя что-то выберете на тему магии, колдовства, ведьмовства. Много чего интересного. Приглашаю вас. Вот в таком плане. И опять же, для того, чтобы можно было говорить с вами что делать с подкладом, магическим подкладом, нужно дать определенные, правила, не правила, а какие-то термины и определения. Во всяком случае, так как я их понимаю. Для того, чтобы дальше, объясняя определенные вещи, естественно, используя терминологию, которая используется в магии, то для того, чтобы вам было понятно, о чем идет речь, естественно, нужно определенную ясность. Мы живем в 21 веке, хотя, будем говорить, темность знаний, темнота знаний, непросвещенность в этой области средневековая, и на этом большинство играют, будем говорить, играет на чувствах, что ли, играет на незнании, непонимании. Моя цель на канале Исследователь магии, я маг-исследователь Василий Ширман, с вами хочу и ставлю цель, и хочу на своем канале говорить о магии именно в том его характере, понимании. Потому что многие или боятся этого, или пугаются, или начинают додумывать и придумывать какую-то мистику. Поэтому давайте мы сразу будем оперировать современными понятиями, а не средневековыми. Магия — это наука, которую следует изучать. Это первое. Но она еще имеет определенный аспект не просто науки, а искусства. То есть знания нужно искусно применять. Вот на этом, в общем-то, основываются все исследования в магии и определенные действия. Так вот, относительно подкладов, это не что иное, как определенная магическая программа. Как она делается в формате этого видео, я рассказывать не буду. Многие, может, практики знают, а те, кто не знает, и знать не надо, потому что это серьезные вещи. Но глядя современным взглядом исследователя, можно сказать очень четко и точно, что это программы. Любые подклады или вещи, которые вы можете обнаружить или случайно слышали об этом, это не что иное, как программы. Вербальные программы, это могут быть первые, это могут быть программы ментальные и эмоциональные. То есть обычно на определенных аспектах энергетики заряжается предмет. Проще говоря, он намагничивается в кавычках.
Он набирает определенную информацию и несет определенный элемент, носитель этой программы. То есть как она программируется, или как она наполняется, или как ее можно наговорить, или как можно представить, или еще что-то, это отдельная тема для разговора, для общения. И я думаю, что это в первую очередь тем, кто практикует, об этом можно поговорить. Но суть от этого не меняется. То есть это магическая программа или как любая другая программа. Но это знаете как, если вы положите возле магнита любую кусок железки, да, она наберет свойства электромагнитного излучения магнита, да, и станет сама магнит, сама начнет прилипать, ну, то есть выполнять эти функции, да, магнит. Вот примерно так работают колдовские программы. Разница в том, что намагничивает как бы или наполняет определенной энергетикой программы те или иные конфигурации. Хотя могу вам сказать такую вещь, что можно даже положить возле заряженного определенного предмета или вещи, или в определенное место положить предмет, и он тоже наберет ту же самую функцию или ту же самую силу. Можно его зарядить. То есть, принцип магнетизма, который, например, в эпоху 19 века магия именно так и называлась, магнетизм. Вот. То есть явление магнетизма. Но, будем говорить, метафизического магнетизма. Сейчас это можно так назвать, можно как-то по-другому, но на самом деле тот же самый магнетизм можно использовать как некую программу. Так вот, суть колдовства заключается в том, чтобы зарядить предмет на определенную программу. Естественно, что если предмет приобрел некий магнетизм или определенные свойства, переданные предметом или человеком, практикующим магию, или даже не практикующим магию, он имеет определенные характеристики. Первое – это сила удерживать эту программу. Второе – способность этой программы подпитываться энергией. И энергия будет подпитываться. Это, кстати, тоже заранее в программу вписывается. То есть мы говорим о подкладах или колдовских вещах, которые могут находиться. Третье, что немаловажно, это то, что эти программы должны оказывать действие на предмет, который попадает в поле. Иногда эти программы, они слепы, то есть им все равно, кто будет направлен. Иногда эти программы именные, то есть они имеют определенную идентификацию. А вот что используется при этом, опять же, это тема для отдельного разговора. Так вот, может программа вступить с любым взаимодействующим предметом или телом, да, а может быть вступить только конкретно с кодированным телом. То есть, ну, вот, например, есть код, а в чем заключается код? Ну, например, соприкосновение с другим предметом. Ну, мы вот сегодня будем говорить о ножницах, да, которые нашли как подклад. Чуть позже я покажу сам вопрос. Но, например, ножницы стригли шевелюру, да, вот, они уже вступили в контакт, да, если ножницы заговорить, они имеют не просто самой программы, то есть если ее заговорить на определенный аспект, это уже как самому колдуну известно, как он хочет это, да, но опять же ассоциация с этим предметом, мы об этом коснемся чуть позже. И в то же самое время он соприкасался, например, с человеком. То есть уже предмет имеет определенную кодировку человека, плюс вносится программа, или я ее называю инграмма. Инграмма — это инородная программа. Будем так говорить. Инородная программа, я сокращенно инграмма. Когда вносится инграмма плюс код человека, значит этот предмет может вступить только в контакт с определенным человеком. Но опять же, все зависит от программы. А может и не вступить тоже. Вариант как запрограммировано. Вот этот вот самый главный момент во всех вот таких вот подкладах. В чем суть, для чего это делается? Ну, у каждого намерение свое.
Вы можете называть его как угодно, черным, там, белым, да как угодно можете называть, но на самом деле в магии нету ни черного, ни белого. Есть просто человек с темными мыслями, с нехорошими мыслями относительно другого. Но если мы займем его позицию, то мы можем сказать, у него только добрые намерения, ну, относительно его позиции. Поэтому в магии в первую очередь нужно относиться к этому нейтрально. А так как это элемент колдовства, то есть элемент, когда замыкается круг, замыкается коло, замыкается программа, и она создает бесконечный цикл действия, потому что все, что относится к бесконечному циклу действия, называется колдовством, по сути. Вот где-то такой вот маленький ликбез. Поэтому есть разные способы внесения, но опять же, сила магнетизма. Вернусь к силе магнетизма. Есть искусственный магнетизм, который обладает очень мощной силой. Он может действовать на больший радиус. Может действовать в малом радиусе. Меньшая сила. Опять же, еще корректировка делает программу. Кроме этого, есть искусственные программы, которые, например, разорвать невозможно. Но они имеют все равно слабые места, потому что, как правило, колдовство с подкладом это не самое высшее колдовство. Можно не обязательно делать подклады, можно сделать колдовство на расстоянии, оно может быть иногда даже более эффективное. Но это уже к тем, кто долго практикует и знает как, и у него есть опыт. Да? Вот. А вот его еще называют деревенское колдовство, да, деревенская магия. Она, как правило, и делается не на длительный срок и не на долго. Кроме этого, если, например, колдовство делается на эмоциях, то, как правило, энергия, подпитываемая колдовство, действует до тех пор, пока человек излучает свои эмоции. Поэтому для колдуна, который это сделал, или человека, который думает, что он колдун, вот, если он сделал это на эмоциях, то он тратит очень много энергии. Как правило, в магии равновесия колдовство делается без затрат энергии, делается на избыточном потенциале или кверента, или заказчика, или еще каким-то образом создается подпитка. А вот как это делается, это опять же отдельная тема. Во всяком случае, те, кто хотят освоить магию по-настоящему, у меня есть обучающий курс. Если кто-то думает, что у меня обучающий курс по рунам, то он ошибается. Руны вы можете изучить сами, или есть другие школы, которые изучают руны. У меня через руны или с помощью рун изучаем магию. Поэтому, кого это влечет и кто имеет потенциал, вы знаете, что делать и где меня найти. А теперь непосредственно к самому вопросу. Потому что я уже говорил, цель прикладной магии у меня не научить колдовать и делать подклады, а научить понимать, что это такое. А понимание это уже есть магический акт. Если вы понимаете, что делать, вы можете, в принципе, нейтрализовать любую магию. Так, поехали к вопросу. Вопрос звучит так. Ну, это, собственно говоря, не вопрос, а просьба прокомментировать. Можете прокомментировать ситуацию? Перестилала в спальне белье, попросила мужа поднять матрас. Каково же было наше удивление, когда под матрасом мы увидели ножницы. 100% не наши. И ножницы лежали как раз на половине, где спит муж. Сказать, что мы охренели, это ничего не сказать. Ну, во-первых, я сразу хотел бы предостеречь товарищей, которые посмотрели это видео или будут смотреть, от бегущих вперед комментариев и домыслов. Значит, давайте мы не будем ничего выдумывать и домысливать и комментировать на тему, переходя на какие-то личности или додумки, или инсинуации. Для того, чтобы говорить конкретно, что, где и кто это сделал, нужно делать диагностику. И я, например, предпочитаю диагностику делать не на картах Таро, а делать на
в рунах, потому что руны сразу фиксируют ситуацию. Вот. Кто не хочет шевелить ситуацию или фиксировать ситуацию, можно сделать расклад на Таро. Я делаю расклад на Таро Тота. Поэтому у меня свои подходы, свои моменты. Но перекидываться или углубляться в какие-то, знаете, разборки полетов, лезть в чужую семью я крайне не рекомендую, потому что это чревато. А вот разобрать как в прикладном характере, в магическом плане ситуацию по поводу подклада ножниц, чтобы в следующий раз, если кто-то увидит, ну, будем говорить, пусть не ножницы или нечто другое, чтобы он понимал хотя бы, что с ним делать. Значит, во-первых, начнем с того, что анализируя ситуацию при условии, что у меня недостаточно данных, да? Но, допустим, я абстрагируюсь от этого запроса, я абстрагируюсь от каких-либо домыслов и додумок, и даже где-то стараюсь быть нейтральным относительно личности. Мы говорим только о ситуации. Значит, ситуация в следующем. Смотрите. Во-первых, то, что увидели ножницы. Настоящий колдовской подклад, если он делается как подклад, то он делается таким образом, чтобы его не нашли как можно дольше. Ну, как можно дольше, чтобы он воздействовал. Поэтому вариант такой. Даже если вы эти ножницы видите первый раз, и кто-то сделал магический подклад, положив ножницы под матрас мужа, это неумелый подклад. Это подклад такой какой-то, вот знаете, слабенький. Потому что для того, чтобы подклад очень хорошо, сильно начал воздействовать с тем, кому это делается или на кого нацелено, он должен лежать как можно дольше. То есть человек, попадая в это поле, он как бы перенимает эту программу. То есть он принимает тот же самый магнетизм. Помните, я говорил вначале? Поэтому ножницы, заряженные одной определенной программой на определенные вещи, на определенное действие, скорее всего, она должна как можно дольше лежать. И поэтому глупо сделать подклад просто под матрас. Второе. Как правило, такие подклады, если просто ножницы, это делал аматор. Ну, максимум, что заговорил ножницы специальным заговором, который нашел в интернете на каких-то сайтах, заговорил его и подложил. Потому что я бы эти ножницы, например, помимо того, что их бы просто заговорил, я бы еще кое-что сделал бы с ними. Это более мощные вещи, которые наполняют программы. Что бы я сделал, я не буду рассказывать. Практики знают, а не практикам это знать не надо. Во-вторых, я бы это спрятал таким образом, чтобы это не могли найти. Например, даже примотал бы нитками под матрасом. Это, чтобы найти там под планкой, можно было только тогда, когда разбираешь мебель. Или бы это подложил бы под тумбочку. То есть я сейчас как бы, знаете, ворам рассказываю, грабителям рассказываю, где искать, да. На самом деле подклад желательно спрятать таким образом и продумать, как ты это спрячешь, чтобы его не могли найти как можно дольше, чтобы он действовал как можно дольше на объект. Второй момент. Скорее всего, что такой предмет, как ножницы, сделан, скорее всего, больше на эмоциях, чем на ментале. Самые тяжелые и сильные колдовские подклады, те, которые сделаны на ментале. И, как правило, ножницы-то не используют. Объясню почему. Дело в том, что ножницы — это определенный аспект ассоциации. То есть, например, мы что-то ассоциируем с ножницами. Например, с ножницами подстричь, с ножницами что разъединить. Что мы можем сделать ножницами? От плохого до хорошего. То есть фантазию, пожалуйста, включайте какую хотите. Это ваше право. Можете фантазировать. Поэтому у кого фантазия хорошая, да, он может нафантазировать чего угодно, то и ножницы, соответственно, можно заговорить на определенную вашу фантазию. Поэтому ножницами можно постричь, ножницами можно что-то обрезать, ножницами можно даже убить.
Вот на что направлены эти ножницы? Это тут очень много моментов. Кроме этого, нужно понимать, какие первые элементы взаимодействуют с ножницами. То есть какую параллель мы проводим относительно этого предмета подклада. Например, может ли это быть воздух? Да, может быть. Но, скорее всего, в большей степени он прошел определенную воздействие огнем и обладает стихией земли. Поэтому в любом случае мы можем его и сделать, эти ножницы, и с огненным активным элементом, возбудительным стихию огня, то есть на активность действия. Мы можем также ножницами резать воду, что ли. Вот. То есть мы можем зарядить, в принципе, любой стихией, но тем не менее этот элемент является рукотворным, и этот предмет является изготовленным из металла. Это, скорее всего, стихия земли. Иными словами, земные какие-то вещи. Это, знаете, нет четкого такого тезиса, правила, что это именно так. Я просто проговариваю, какие возможны моменты использования. Вот. Это такой вот момент. Теперь что с этим совсем делать? Любая программа, любой подклад можно блокировать. В первую очередь блокировка делается иной программой. Ну, например, не рекомендуется брать руками. Если, во-первых, вы боитесь, вы подпитываете своим страхом эту программу, это ни в коем случае не надо делать. Второе, если вы не верите, то вы можете не верить сколько угодно, но эта программа может сработать. Может быть слабее в силу вашего неверия в эти все вещи. Третье. Вот такие вот вещи нельзя брать голыми руками и максимально не соприкасаться со своим телом. Представьте, что такие вещи, они обладают некой, излучением, да, может быть не радиационным излучением, это было бы круто, но все-таки обладает определенным излучением. Поэтому желательно этот предмет взять какой-то или веник, то есть то, что у вас ассоциируется с тем, что вы не прикасаетесь как можно ближе. Или в конце концов взять какую-то тряпочку и смести это в совок. Или не касаться руками. То есть любого соприкосновения оно нежелательно. Обратите внимание, что когда вы берете какой-то тряпочкой, то желательно сказать: изолируй меня от зла. Просто мы не разбираемся, добро это или зло, изолируй меня от зла. Та же самая тряпочка, накрываете, или берете совок и то же самое можете проговорить: изолируй меня от зла. То есть здесь не надо какие-то, знаете, старославянские или там какие-то на ломаном языке, какие-то заговоры на латыни, что-то. Здесь достаточно, знаете, наши предки были умными, они веники ставили вверх ногами. И нормальная ведьма всегда веник ставит вверх ногами. И этому тоже есть энергетическая причина, а не какая-то мистическая. Но об этом как-нибудь в другой раз расскажу, будет интересно. Так вот, ни в коем случае не брать руками. Второе. Нужно придать этот предмет определенному воздействию для того, чтобы нейтрализовать программу. Просто выкинуть в мусорник не годится. Потому что программа будет нейтрализована. Вы не знаете, как эта программа сделана. Кроме этого, с этой программой вы соприкасались, вы были в этих полях. Поэтому ее лучше всего нейтрализовать. Самый лучший нейтрализатор — это огонь. Я понимаю, что ножницы не расплавятся, да, но обдать их огнем, то есть бросить в какой-то костер, разжечь костер и бросить в костер, чтобы они обгорели, это был бы идеальный вариант. И менее лучший вариант, менее лучший вариант, но земля еще может очищать, или соль может очищать. Кстати, если вы в месте, где есть подклад, посыпите солью, соль очищает и нейтрализует.
Рекомендую с легкой соленой водой помыть место, где этот подклад был. Он тоже нейтрализует энергоинформационное пространство в этом месте. Что еще? Например, вы можете просто, обмотав его, не прикасаясь руками, обмотав его какой-то тряпкой или бумагой, закопать. Но желательно не на своем участке, а где-то на участке далеко нейтральном. Закопать так, чтобы он остался в земле. Некоторым спустя какое-то время эта программа прекращает работать, она как бы заземляется. Можно бросить в воду. Ну, воду я вам не желаю, не надо засорять водоем, и кто-то может порезаться или еще что-то. То есть водоем я не рекомендую. Хотя вода тоже может чистить. Вот где-то так. Следующий момент, после того, как вы нейтрализуете подклад, я вообще рекомендую провести элементарную энергетическую чистку. Это что? Принять ванную с легким соляным раствором. Или принять душ, просто стоя под водой, говорят, вся грязь, вся энергия стекает с меня и уходит вместе с водой. Обязательно это проговаривать, потому что вы таким образом себя перепрограммируете и читаете. Вот где-то так. Ну, а обычно говорят так, для пущего спокойствия обратитесь к практикам, которые могут сделать проверку, все ли у вас в порядке с тонкими телами. То есть можно проверить расклад на тонкие тела. Или есть еще другие практики, которые очищают энерготела от любых инграмм, от любых внедрений. Вот где-то так. Поэтому основные правила, которые нужно знать, и основные моменты, которые нужно знать относительно подкладов, я вам рассказал. Могу добавить еще от себя. Я использую так называемые рукавицы-захваты для... Это рунический став, который нейтрализует вообще любую программу. Вот, обычно рисуется став на бумаге, и этой бумагой берется любое магическое действие, он вносит энергетические помехи в эту программу. Ее можно взять, ну, естественно, утилизировать или нейтрализовать, так как я рассказал. Ну, я всегда стараюсь нейтрализовать или убирать инграммы огнем. Огнем очень хорошо все очищается. Это так. В общем-то, все, что я хочу сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я отвечу на интересные вопросы. Напомню, что есть замечательный сайт Patreon, где вы можете совершить взаимообмен, мне дать денег, поддержав меня таким образом, а взамен взяв информационные материалы, которые для вас будут полезны или нужны. Так что все в равновесии. Не просто я там клянчу денег у вас, если кому нужно. Поэтому если кому не нужно, можно не делать. Вот где-то так. Кто еще не подписался на канал, я предлагаю сделать подписку. Подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления. Я всегда готов и открыт сделать новые записи и рассказать о магии как можно больше. Именно с позиции исследователя, а не с позиции. Будьте здоровы, удачи, всего доброго.